Друзья, всем привет! Ну что, хочу всех вас поздравить. Россия движется в правильном направлении, происходят колоссальные изменения. Эта неделя стала какой-то просто лакмусовой бумажкой того вообще, что происходит сейчас в обществе. Сначала у нас Дима Билан устроил пьяный концерт в Самаре, сорвал с самаритянам праздник. Во второй день он извинился, так как-то туда-сюда непонятно. Третий день новость выходит о том, что Тимати выпустил клип «Москва», который стал скандальным и который собрал более 1,5 миллиона дизлайков, после которого был удален. И вчера мой товарищ Андрей, Андрюха, привет, скидывает мне клип Noise MC, который называется «Все как у людей». Говорит, посмотри, нужна твоя оценка, интересно твое мнение. Я захожу на YouTube и смотрю, что клип выложен буквально один день назад, а у него уже 2 миллиона 300 тысяч просмотров. Куча лайков, куча комментариев, все это начал смотреть, изучать. И сейчас будем делать с вами полный обзор и разбор этого произведения. Но если честно сказать, если быть честным, может до конца, первый раз посмотря клип, я вообще ничего не понял. То есть изначально я оценивал картинку, я смотрю, думаю, ну как-то ни о чем. Человек стоит, какие-то сзади картины меняются. И для меня вот набор слов звучал примерно так. Дяба-дяба-дя, дяба-дяба-дяба-дяба-дяба-дяба. То есть я вообще ничего не понял первый раз. Начал слушаться второй раз. Что-то услышал там про политику, что-то еще про людей, там про то-то-то. Думаю, уже интересно. Потом нашел слова. И вот когда я четко вчитался в слова, я понял, что там заложен просто глубочайший смысл. И понятно, почему людям это так нравится, о том, о чем я и говорил, о том, почему удалили клип «Москва». Там я как раз рассказываю о том, что людям не нужна вот эта вот непонятная ложь, какая-то завуалированная ложь, которая выдается за правду. Вот Noise MC сделал именно то, о чем боятся вообще говорят люди. Точнее, говорят люди, но их никто не услышит. А он, как человек известный, публичная личность, высказал свое мнение, и это очень важно, и вот это вот народ и подхватил. Хотя, честно сказать, поклонником Noise MC особенным я не являюсь, я не слежу за его творчеством, не знаю, какие у него треки и альбомы выходили в последнее время. Я помню, лет 7-8 назад я слушал, по-моему, первый его диск вышел, мне его подарили просто, он у меня в машине играл. Вот, и до сих пор я помню вот эту песню «Москва не резиновая, но Россию да я». Мне вот этот трек очень нравился, и до сих пор я как-то его так помню. Вот, но больше особо за его творчеством не следил. А вчера он меня прям, ну, когда я посмотрел этот клип новый, он меня прям реально удивил и поразил, за что ему огромное респект и уважение. Давайте теперь перейдем к словам. Я тут их себе скачал, хочу сейчас вам зачитывать каждую фразу и немного ее разбирать, чтобы люди, которые, может быть, до сих пор не понимают, о чем эта песня и о чем этот клип, вместе со мной сейчас поняли, о чем говорится в данном треке. Итак, поехали. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. Но это говорит о том, что у каждого из нас сейчас есть сотовые телефоны с функцией распознавания 3D, 3D вот этой, да, биометрическая вещь. И, соответственно, то есть о каждом человеке уже все знают. То есть все эти ключи электронные, ключи от Гугла, пароли, все это хранится в одном каком-то месте. И, в принципе, в любой момент, когда им нужно, властям или кому-то еще службам безопасности, у вас могут это все запросить. И обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут затылки над обрубками шеи. То есть, понимаете, это говорится о тех людях, чиновников, которые даже не ощущают у них нет шеи, потому что у них голова сразу переходит в тело. Туловище жмутся грудными клетками к стенам, не видно из контейнера, что там с телом. Но это, в принципе, как раз-таки показывает нашу Москву, когда люди заходят в метро, жмутся друг к другу, пережимаются и не могут просто даже поместиться, потому что уже перенасыщение идет населения города Москва. Лента с монотонным гулом коробку тащит, и для Тулова тоже подыщут ящик. Ну, то есть, опять же, то, что в метро, когда мы заходим, значит, нас просвечивает полностью, даже ваши рюкзаки и сумки, все это просвечивает. Станет стан обезглавленный, в нем лежащий, почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40-й день. Ну, это говорится о том, что
а вас даже никто и не вспомнит. Может быть, ваши родственники или кто-то, конечно же, помянут вас на 40-й день, но по сути никому люди не нужны. Потом идет припев «Все как у людей, все как у людей». А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце. То есть показано, что у нас в России полиция зарабатывает огромные деньги. У нее белый айфон, белый жеребец, это считается Мерседес. Ждет в инстаграме лайка от принца и ждет от черной пятницы низких цен. Ну, то есть говорится о том, что она свою работу выполняет, в принципе, да, то есть она работает всю неделю, но все равно в пятницу она пойдет закупаться и баловать себя на свои деньги, которые они получают. Мерно цокают копытца по улице, винтят демонстрантов мальчики-коллеги. То есть, опять же, видите, значит, у нас есть митинги, о которых в клипе «Москва» говорится, что их нету. Вот. И мальчики, значит, коллеги, эти наши полицейские доблестные, скручивают демонстрантов. Обсуждают рецепты подружки-умницы в недозаблокированной телеге. То есть Телеграм у нас пока еще не дозаблокирован, и девчонки там что-то обсуждают. Она завтра купит в Меге наборчик Лего для племянника на его день рождения. Ну, то есть, опять же, говорится, что сейчас, на самом деле, посмотрите на цены. У людей зарплата сейчас 30 тысяч в среднем по России, а набор Лего стоит 5-10 тысяч. Небольшой наборчик, я сам смотрел, хотел ребенку купить. Вот. Но у сотрудников полиции деньги на это есть. В наборе автозак и 3 человека. 2 ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей. То есть, опять же, показано, что в этом наборе Лего автозак и 3 человечка. Но 2 из них полицейских. Это о чем говорит? Это скрытый смысл о том, что у нас на каждого человека приходится 2 полицейских в нашей стране. Дальше опять идет припев «Все как у людей, все как у людей». СМИ голосят, что повсюду агенты Ми-6, ЦРУ и Моссада. Пугают исчадием ада звездно-полосатого Нассата Пейсатым. Ну, Нассата Пейсатым я что-то не понимаю, что это такое, но агенты Ми-6, ЦРУ, это все американская как бы пропаганда, да, и считают, что повсюду они, вот, поэтому нам нужно тоже максимально укрепляться, и нам нужны тоже столько же агентов в России. Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. То есть, понимаете, этим показано, что каждый майор, он ходит по кромке ножа, по тонкому льду, да? Но и все равно, даже если под ним этот лед сломается, все равно его оправдают, и никаких проблем у человека не будет. Далее, ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом. Это снова, словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись, своих посильнее бей. То есть, опять же, да, получается, что вроде совдеп с госдепом бьется, а надо своих бить, показывать на митингах, как мы разгоняем своих честных людей, чтобы нас в других странах боялись, чтобы потом это была шумиха во всем СМИ и было показано, какая у России сильная власть. Все, дальше у нас опять припев «Все как у людей», все как у людей, друзья. И дальше. Слышь, не нагнетай, перестань. Если кипиш реально начнется, что будет, представь. Ну, то есть, понимаете, да, нам всегда говорят, не надо нагнетать, не надо ходить на митинги. Ну, будет же, как нам говорят, что у нас будет, как на Украине, вот этот Майдан. Если тут не имется, так иди, то другое слово, в Пиндостан. То есть говорится, да не нравится в России, езжай в Таджикистан. Хули ты все надрываешься, в натуре достал. А дерьма на вентиляторы дышать не легче. Лишь охота респираторы прижать покрепче. Ну, то есть это говорится о событиях в Сибири, когда у нас горели леса. Об этом никто ничего не говорил. Вот, старались укрыть эту правду, но люди задыхались. И реально, сколько людей подорвали свое здоровье в Сибири. Лишь охота... без тебя хватает смрада, орать легко. Ну, то есть говорят, да что вы все орете, куда вы все лезете? Мы и так работаем, нам надо, значит, власть свою поднимать и заниматься своими делами, а вы тут лезете со своей Сибирью. Все знают, как не надо, как быть никто. Полит шапито, медиа клоунада.
У каждой хламида монады ума палаты. Я не понимаю, конечно, как он это все выговаривал, когда свой клип записывал и вообще этот трек. Даже читать очень сложно. И на все свои взгляды. А ты что-то, многовато нам тут. Для заложника режима, сука, с кляпом во рту. Ну, то есть, опять же говорится, да, что не надо, ребята, что-то тут говорить. Мы и так все знаем, у нас свои взгляды. Ну да, у высшего, значит, руководства. Протест не взатяг, бунт в соцсетях. Ну, говорится, да, что как бы ты ни протестовал, пытался СМИ это поднять в своих интересах, но все равно мы будем бунтовать, люди будут бунтовать в соцсетях и все равно нести свою правду. Пляски под чужую дудку на чужих костях. Лучше бы шишек газпромовских развлекал. Опять же говорится о том, что значит, газпромовские все эти шишки, они любят только развлекаться. По жирным заказникам в шикарных особняках. Мир однокомнатных квартир с совмещенным санузлом. Но я думаю, что это даже было вот эти вот два слова предыдущих про шишек и всего остального. Это даже адресовано самому Noise MC, потому что ему говорят: не лезь туда, куда тебе не нужно. Да? Лучше развлекай вон там на корпоративах людей, пей песенки в свою дуду и никуда не лезь больше. Микрофон за 100 рублей, самопальное музло. Ты же выбрался оттуда, значит повезло. То есть, опять же, это все про сегодняшних музыкантов, которые с низов вышли. Тот же самый Noisy MC, Бас, Тагуф. Микрофон за 100 рублей, самопальное музло. То есть люди, которые начинают с низов, они потом сейчас наверху, и они должны молчать, понимаете? Им дали вырваться на свободу, они зарабатывают хорошие деньги, и им нужно петь только ту песню, которую им скажут. Так фильтруй базар и множь на счет число. Уютная коробка мещанского райка. Любые картинки про счастье дурака. Поняли, да? То есть в наших песнях должны показываться вот эти вот картиночки счастливой жизни, чтобы наши люди, наш простой народ это все смотрел, все это всасывал, да, все это переваривал и считал, что у нас счастливая жизнь. Типичные сюжеты культуры суррогат. Душонка по дешевке, а шкура дорога. Но ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку. То есть говорится, ребята, не лезьте, если вы будете выпячивать себя, то точно попадете в сводки новостей, причем с очень нехорошей репутацией. Да? Вас будут там ноги вытирать, и когда вы на митингах ходите, кричите, то значит, вас покажут по телеку потом не в самой хорошей форме. Или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно, что ли, живется без лей? Пока кормят, ешь, пока поят, пей. Вот это вообще отличные последние слова. Пока кормят, ешь, пока поят, печь. Знаете, сразу, ну реально какое-то животное воспринимается. То есть, не знаю, вот как корову, да, там, она пока ее кормишь, она ест, живет. Пока ее поешь, она там с жажды не умрет, как собаки, домашние питомцы. То есть, в принципе, народ это как уже такой удомашненный скот, домашний питомец, который... В принципе, пока его кормят, но, опять же, еще раз хочу сказать, как в начале песни показано, да, что все у нас там рентгеновские, нас все просветили, у нас эти Face ID, все у нас знают, могут просто в любой момент каждого отключить или запрограммировать на то, как кому это угодно. Вот, вы знаете, я с Noisy MC полностью согласен. Конечно, он встал на правильную позицию, на правильную линию, но на опасную линию. Потому что я понимаю, да, что у нас до этого тоже много было интересных музыкантов. И Виктор Цой, и Игорь Тальков, которые пели за правду, и тот же Владимир Высоцкий. И, конечно, как-то они резко пропадали из этой жизни, уходили, да, поэтому... Надо аккуратно. Надо, конечно, аккуратно, но с другой стороны видна именно поддержка людей. И я за это Noisy MC выражаю свою огромную благодарность, огромное уважение и респект. Так держать, продолжая в том же духе. Друзья, а если вам интересно послушать что-нибудь тоже в плане России, Руси
поднятия ее, да, то есть силы Руси. Послушайте тоже мою первую песню, которая называется «Путь к свету». Исполняет Иван Кузьма, это мой псевдоним. Вот, кому интересно, пожалуйста, переходите на мой канал, подписывайтесь, послушайте ее. Скоро я выпущу еще несколько интересных песен, треков. И я сам понимаю конкретно, что эти песни, они, конечно, ротироваться нигде не будут, да, то есть ни на каких радиоканалах и на телевизоре ее никогда не пропустят, но, может быть, благодаря нам с вами, благодаря нашей какой-то общей поддержке, взаимосвязи, как-то все это можно донести до людей так, как сейчас сделали с клипом Noisy MC, и это очень классно, что такой резонанс это все вызвало. Вот это реально было просто лакмусовой бумажкой вот этой последней недели, да, когда вот эти клипы «Москва» удалялись, там люди понимают, что, ну, ребята, не надо нам давать красивую картинку Москвы, дайте нам правильные слова, дайте нам честные слова. И вот что Noisy MC сделал. Так что огромное уважение, респект, всем пока-пока, удачи, держитесь и боритесь.